Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте я бы еще раз хотел акцентировать ваше внимание на панлейкопении кошек. Почему кошки очень часто болеют панлейкопенией, даже несмотря на наличие хороших вакцин? Панлейкопения – это одно из самых серьезных вирусных заболеваний кошек, особенно молодых кошек в возрасте от 3 месяцев и где-то до года. Если вовремя не начать лечить кошек, больных панлейкопенией, то большинство из них погибает. Летальность составляет 25-75%, а у котят этот процент может вообще достигать и до 90%. Не зря же панлейкопению называют чумой кошек. Болезнь проявляется очень быстро. Инкубационный период составляет от 2 до 10 дней. В среднем это где-то 5 дней. Клиническое проявление болезни, как правило, начинается с повышения температуры, общей слабости, потери аппетита. Симптоматика появляется резко, так что панлейкопению довольно легко спутать с признаками отравления. При прогрессировании симптомов наблюдается рвота, диарея, в том числе и с примесью крови, что приводит к крайне быстрому обезвоживанию, особенно если речь идет о маленьких котятах. Температура тела в первые 24 часа повышается до 42 градусов, а затем снижается и через 48 часов вновь повышается с одновременным ухудшением общего состояния животного. Потом температура снова понижается. Это называется лихорадкой. Как правило, вирус панлейкопении поражает клетки, способные к быстрому делению. И это в первую очередь относится к клеткам крови, клеткам костного мозга, желудочно-кишечного тракта и стволовым клеткам развивающегося плода. Первоочередная атака вируса на клетки крови кошек приводит к состоянию анемии и сильному снижению иммунитета. Это в свою очередь открывает возможность другим вирусным и бактериальным агентам беспрепятственно поражать организм. Как я уже сказал, панлейкопения очень сильно ударяет по костному мозгу и лимфоидной ткани. Выработка лейкоцитов приостанавливается, а без них организм не может защитить себя от патогенных микроорганизмов. Далее вирус поражает кишечник, что приводит к развитию энтерита. Кстати, вот поэтому эта болезнь называется лейкопенией, потому что одним из наиболее характерных признаков данного заболевания является резкое снижение лейкоцитов всех форм. Это если сделать лабораторную диагностику крови. Самостоятельно перебороть панлейкопению кошки, за очень редким исключением, не могут. Шансов выжить у кошек, особенно у молодых, практически нет. А как тут выжить, если при панлейкопении наблюдается очень сильное обезвоживание организма из-за непрерывного поноса? Причем наблюдается не только обезвоживание, но и потеря организмом белка и всех питательных веществ, которые есть в крови. Фактически, болея, кошка голодает и стремительно худеет. Ведь с одной стороны из организма вымываются все полезные питательные вещества, а с другой стороны организм из пищи ничего не усваивает. Кишечник-то практически же разрушен. И все это проходит на фоне очень сильной потери иммунитета из-за панлейкопении. Если иммунитет снижен, то это открытые ворота для всевозможных бактерий. Кошки, больные панлейкопенией, очень восприимчивы к развитию вторичных бактериальных инфекций. Самое главное при лечении кошек, больных панлейкопенией, это не пропустить момент и вовремя начать лечение. Каждый день имеет огромное значение. Очень важно вовремя распознать болезнь, а распознать, что это именно панлейкопения, а не отравление. Очень часто, особенно у молодых животных, болезнь протекает очень быстро, и гибель кошек может наблюдаться уже на 2-3 день. Подробно о лечении я вам расскажу в одном из своих последующих видео. А в этом видео я хочу объяснить, почему панлейкопения настолько актуальна и в наше время. Несмотря на то, что существуют хорошие вакцины. Основных причин здесь несколько. Первая причина — это то, что очень часто котят вовремя не вакцинируют. Все котята уже к 3-месячному возрасту должны иметь полную защиту от панлейкопении. То есть должны быть уже двукратно провакцинированы и иметь иммунитет к данному заболеванию. Вторая причина, почему кошки болеют панлейкопенией, это то, что вирус панлейкопении достаточно широко циркулирует в природе, особенно среди бродячих кошек. Среди тех кошек, которые бегают по улицах, практически нет таких, которые бы не переболели панлейкопенией, или таких, которые бы не были носителями вируса. Причем болеть они могут вообще бессимптомно. То есть клинические болезни у них никак не проявляются. Но такие кошки могут заражать других кошек.
Это я к тому, что вируса панлейкопении в окружающей среде циркулирует больше, чем достаточно. Сам по себе вирус панлейкопении очень устойчив во внешней среде и может выживать в течение даже многих лет в загрязненных средах. Грязь, высохшая слизь и прочие выделения. Чтобы уничтожить вирус, нужны дезинфектанты, которые содержат активные окислители. Даже альдегид, содержащий дезинфектанты, его сразу не убивают. Нужна экспозиция минимум в 1 час. А 70% спирт не убивает вирус вообще. А раз так, то заразиться вирусом панлейкопении любая домашняя кошка может очень легко. Я даже не буду приводить такой пример, что вы можете занести вирус, например, на обуви. О таком способе заражения достаточно часто пишут, но я считаю, что это маловероятно, хотя и не исключаю этого. Существует очень много других, более реальных путей заражения. Например, если ваша кошка имеет возможность гулять на улице, там бегает много кошек, особенно бродячих, которые, как я уже сказал выше, зачастую являются носителями вируса. Также вы можете принести вирус домой, если будете где-то гладить бродячих кошек. Это, конечно, тоже не такой уж частый способ заражения, но это тоже реально. А вот если вы вывезли свою кошку на дачу, куда-то за город, то шансов на заражение у такой кошки становится уже очень много. Где еще кошка может заразиться панлейкопенией? Да в той же ветеринарной клинике, пребывая в очереди на прием к ветеринарному врачу. Кто его знает, кто там в той очереди. Не исключено, что там могут находиться и кошки, которые являются вирусоносителями панлейкопении. Конечно, в клинике, по идее, должна проводиться регулярная дезинфекция и кварцевание. Это как бы все понятно. Но вот насколько это качественно проводится, особенно если идет поток пациентов, то это уже на совести администрации клиники. Не всегда удается выдерживать все стандарты. Есть шансы заразиться и в стационаре ветеринарной клиники. Хорошо, если в ветеринарной клинике есть отдельный инфекционный стационар. А если его нет, тогда шансы на заражение значительно возрастают. Да даже и при наличии инфекционного стационара должен быть регламент по дезинфекции. Все зависит от того, насколько добросовестно персонал стационара дезинфицирует и вовремя все убирает. В общем, человеческий фактор никто не отменял. И надеяться на то, что по идее должны все соблюдать, что по идее все будет хорошо, тоже как-то стрёмно. Поход к грумеру тоже может закончиться заражением панлейкопенией. Вирус прекрасно сохраняется на поверхностях инструментов. Их также, инструменты имеются в виду, необходимо тщательно дезинфицировать. Прекрасно вирус сохраняется и на подстилках, и на переносках. То есть, как видим, шансов заразиться панлейкопенией у кошек миллион и маленькая тележка. А поэтому вакцинация кошек против панлейкопении – это обязательная процедура. Только она может надежно защитить вашу кошку от заражения панлейкопенией. Очень часто люди говорят, что да зачем моей кошке эта вакцинация, она дома сидит, никуда не ходит и шансов заразиться у нее практически нет никаких. На данный момент может быть это и так, но кто его знает, какая ситуация возникнет завтра. Может вам завтра по какой-то причине придется свою кошку отвезти в ветклинику. В одной клинике все пройдет хорошо, а в третьей или пятой произойдет заражение. Или, например, вы куда-то уезжаете и хотите оставить свою кошку в гостинице для животных. Это тоже реальная угроза для заражения. Ведь там редко спрашивают паспорт о вакцинации. Очень часто бывает, что люди оставляют своих питомцев не в гостинице, а у друзей, у которых тоже есть кошки. Это тоже может нести угрозу заражения кошкой панлейкопенией. Во-первых, кошка друзей или знакомых должна быть обязательно привита. А во-вторых, друзья тоже должны соблюдать меры профилактики, чтобы не занести вирус в свой дом. Не рискуйте. Лучше своевременно сделайте своей кошке вакцинацию. Это стоит не очень дорого, это во-первых. А во-вторых, вакцинацию от панлейкопении можно делать раз в 3 года, а то и реже. Лечение обойдется же в десятки раз дороже, это точно. Да и не факт, что лечение пройдет успешно. Поэтому не надо рисковать и доводить свою кошку до заражения. Защитите свою кошку заранее вакцинацией. Запомните, что панлейкопения – это очень заразное и зачастую смертельное заболевание для кошек. Что вирус панлейкопении очень устойчив во внешней среде и что он есть практически везде, где бывают кошки. А раз так, то и вероятность заражения кошек панлейкопенией очень высокая. И единственный способ, как уберечь свою кошку от этой болезни, это своевременная вакцинация. В следующем видео я, как и обещал, подробно расскажу, как лечить кошек, больных панлейкопенией. Уж если произошла такая
экстраординарная ситуация, как заражение кошки вирусом панлейкопении. Ну а пока на этом все. Здоровья вам и вашим кошкам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!